Друзья, прежде чем приступить к просмотру данного видео, хочу порекомендовать вам свой телеграм-канал, где постоянно публикуется различный тематический контент. Буду всем рад. Ссылка будет в описании данного видео или на баннере YouTube канала. Игрушки чаще всего ассоциируются с детством. Как же так получилось, что Чаки стал очередным страшным кошмаром тысячи людей? Профессор психологии Фрэнк МакЭндрю, изучающий фобии, объясняет это так. Чем реалистичнее кукла, тем больше вероятность того, что она будет тревожить людей. Куклу – это то, что мы связываем с безопасным ощущением детства. И даже для взрослого человека будет жутковато увидеть привычную игрушку, которая несет за собой смерть, а заодно частично похожа на настоящего человека. Ну а с Чаки все еще более стрёмно. В этом маленьком монстре спрятана душа маньяка Чарльза Лирея. Кристал Понти из The Atlantic провела целое расследование по куклам в кино. Чаки – это далеко не первая попытка режиссеров очеловечить игрушки. Началось все с фильма «Великий Габбо» и «Вентрологии». Это сценический прием, когда артист выходит с куклой, говорит от ее лица, не шевеля при этом своими губами. По сюжету эгоцентричный Габбо выступает вместе с деревянным манекеном Отто. В какой-то момент первый теряет контроль над своими действиями и разумом и переносит свой нарциссический и неуравновешенный характер на Отто. Именно его зрители и окружающие начинают бояться. Добиться этого несложно, кукла выглядит болезненно, а на лице у нее застывшая и криповая улыбка. В общем, если не видели этот фильм, очень рекомендую, как раз закроете пробел в кинематографе 1929 года. После «Великого Габбо» вышло еще несколько фильмов с примерно тем же заходом. Потерявший рассудок чревовещатель помогает своей кукле закрыть нужду в жажде убийств. И через подобную концепцию режиссеры могли метафорично показывать страшные и пугающие подсознательные импульсы серийных убийц и маньяков. Но это лишало нас одного. Мы боялись не столько игрушек, сколько их хозяев, или обоих. В 1987 году на экраны вышли «Куклы» Стюарта Гордона. По сюжету путешественники попадают в усадьбу, где живут старый кукольник и его жена. Творения мужа оживают и начинают отстаивать свою территорию. Вероятно, это первый заход на то, что у кукол появляется своя мотивация навредить всему, что движется. Однако продакшн фильма не позволил сделать их достаточно устрашающими. Движения выглядели неуклюже и неловко, особенно в сценах борьбы. Но в 1988 году пришли детские игры. Это первый фильм, знакомящий нас с Чаки. Жестокий маньяк в теле рыжеволосой игрушки в смешном комбинезоне. А вот это что-то новенькое. А еще он обладает магией вуду, чтобы вселяться в людей. В случае с Чаки мы увидели момент того, как он стал куклой. Мы понимаем, что у него есть личность и разум взрослого человека. Когда он оживает, то и вовсе похож на 3-летнего ребенка. А дети ведь не способны на жестокие преступления, верно? С первой частью фильма про Чаки мы получили историю, в которой кукла стала абсолютно независимым персонажем. Она сама решает, кем манипулировать и кого убивать. И да, она заставляет и взрослых, и детей после просмотра идти и проверить, есть ли в их работающих игрушках батарейки. А то мало ли. Ну а после первой части детских игр пришли сиквелы. И чтобы понять, что в них пошло не так, давайте подробнее остановимся на начале истории. Детским играм удалось избежать граблей, на которые часто наступают хорроры. По сюжету Чаки попадает в руки 6-летнего Эндрю Баркли. Как только мальчик понимает, что его кукла убийца, он пытается найти помощи у взрослых, но они скидывают все на яркое воображение. В следующих частях все становится печальнее, и, вероятно, очарование оригинала теряется из-за того,
что сквозным персонажем выступает не только Чаки, но и Энди. Мы буквально следим за тем, как он вырастает. Но теперь парень знает правила игры. Он не пытается убедить людей вокруг, что на него охотится кукла-маньяк. Он ведет себя осторожно и аккуратно, поэтому ужас и драматичность первых частей уходит. Теперь это просто игрушка с душой серийного убийцы. В какой-то момент Чаки даже превратился в комедийного героя. Это не ультимативно плохо, но как будто бы снизило градус страха перед ним. Взять те же невесту Чаки и потомство Чаки, которые с самого начала создавались как пародия на всю франшизу. В этих фильмах есть отличная доля черного юмора, и для многих это даже любимые части, но в них Чаки показывали настолько забавно, что его уже не боишься, а скорее думаешь: странно, но он же так пугал меня в детстве, а его, оказывается, можно просто взять и выкинуть из окна. Ну а после потомства начался странный трэш. Не помогло даже возвращение Алекса Винсента, который сыграл в первых двух частях Энди. У Чаки появляются новые неожиданные способности. Теперь он может быть в нескольких куклах одновременно. Он вселяется в героиню Фионы Дурев. Все это напоминает странные попытки продолжать высасывать деньги из популярной франшизы. Так что неудивительно, что режиссер Дон Манчини решил немного поменять стратегию. Чаки. Ну а в 2021 году мир подарил нам сериал «Чаки», прямое продолжение всего, что выходило до этого. Теперь основная жертва манипуляций – подросток Джейк Уиллер, который живет в Нью-Джерси. Кстати, это родные земли Чарльза Лирея со своим отцом. И давайте уже здесь отметим важный момент. Кажется, что именно на идее того, что Чаки манипулирует детьми, может строиться классная драма. А вот и нет. Именно то, что Джейк подросток, делает шоу таким любопытным. Он сразу понимает, что объяснять взрослым ситуацию бесполезно, но это, в отличие от фильмов-сиквелов, не приводит к тому, что он ведет себя осторожно. Джейк отправляется в настоящий экзистенциальный кризис. Чаки не пытается избавиться от него, а защищает, хоть и его основная мотивация просто кого-то убить. И все это наслаивается на типичную подростковую драму. Школьные разборки, влюбленности, конфликты, и выглядит дико весело, особенно под бубнёж Чаки, который здесь матерится как сапожник. Это за Джейка. Мелкая ты. При этом сериал отлично балансирует между драмой и веселым хоррором, который не скатывается к абсурдному и комичному Чаки. Мы видим, что кукла все еще мечтает убить все, что движется, а параллельно замечаем и другой стрёмный момент. На этот раз Чаки готов обучать Джейка. Все, что ему нужно, это найти его слабые места и правильно выстроить свои манипуляции. У меня не получится. Да получится все. Легко. Кстати, в сериале есть даже небольшое подмигивание классическим чревовещателям. Значит так, слушай сюда. Сейчас поднимешься на сцену, будешь делать то, что я тебе говорю. Главное, подыгрывай мне, усек. В одном из эпизодов Джейк выступает на конкурсе талантов с Чаки. Кукла-маньяк начинает грубить и поливать грязью всех присутствующих, которые понятия не имеют, что говорит-то вовсе не Джейк. Решение продолжить историю Чаки в формате сериала явно одна из самых удачных находок Манчини. И даже по нескольким первым эпизодам можно легко заметить продуманность этой концепции. Во-первых, Манчини вновь возвращается к излюбленной теме созависимых отношений, но теперь исследует ее намного тоньше за счет постепенного развития сюжета. Чаки здесь предстает не просто умным психопатом, а ярым социал-дарвинистом,
который убеждает колеблющегося Джейка в том, что все люди делятся на охотников и жертв, так что рано или поздно придется взять в руки нож, чтобы проверить, на что ты способен. Во-вторых, сценарий теперь намного активней обыгрывает сеттинг. Действие Чаки происходит в небольшом городке Хакенсек, и по ходу развития событий в истории про куклу-маньяка появляется все больше аспектов. Манчини деконструирует хорошо знакомый зрителям образ тихого маленького городка, используя его как фон для социального комментария, не столько назидательного, сколько иронично-саркастичного. Мишенью шуток и ножевых ударов для Чаки становятся и любители буллинга, и лицемерные родители. Пощады не будет. Никому. При всем этом сам Чаки понимающий родитель. А знаешь, у меня ребенок квир. У тебя есть ребенок? Гендерфлюид. И ты не против? Джейк, но я же не монстр. Признается он Джейку. В-третьих, Манчини хоть и вернулся к своей любимой игре в сатирический хоррор, но не забыл про саспенс и убийство. Чаки в сериале регулярно отправляет людей на тот свет, причем зачастую делает это не столько ради прагматических целей, сколько по фану. А учитывая неплохие рейтинги и отзывы критиков, есть все шансы на то, что Чаки продержится в эфире не 2 сезона, подарив нам еще немало приятных вечеров в компании Чарльза Лирея. Создатели фильмов ужасов часто черпают вдохновление из реальной жизни, иногда от серийных убийц и реальных криминальных историй, другие от преследований и изгнаний. В основе фильма «Заклятие», например, лежит настоящая пара Эд и Лоррейн Уоррен и сверхъестественных событий, свидетелями которых они якобы были. В оригинальном фильме «Детские игры» 1988 года Чаки – это кукла, одержимая духом серийного убийцы Чарльза Лирея. Но Чарльз Лирей вымышлен, а Чаки основан на истории настоящей куклы, по слухам очевидцев, проклятой. Некоторые публикации, такие как The Sun, сравнивают оригинального Чаки с куклой по имени Роберт. Согласно легенде, 40-дюймовая фигура в матросском костюме с деревянным наполнителем, которая в настоящее время выставлена в музее Восточного Мартелла в Кью-Уэсте, штат Флорида, была подарена мальчику Роберту Юджину Отто в 1906 году багамским жителям его семьи из Флориды. Считается, что это была горничная, которая якобы практиковала вуду. Обеспокоенный ребенок сказал своим родителям, что кукла изуродовала другие его игрушки и ночью опрокинула мебель, но ему никто не поверил, когда в 70-х годах старый дом был в конечном итоге куплен новой семьей. Роберт был найден на чердаке и передан 10-летней дочери, которая утверждала, что он пытается ее убить, по крайней мере так говорится в истории. Флоридские еженедельные новости заявили о том, что никакая 10-летняя девочка никогда не жила в доме Оттоса. Это выглядит весьма похоже на сюжетную линию первой детской игры, но автор сценария Дон Манчини сказал, что на самом деле был вдохновлен детьми из Капусты и куклой из фильма «Мой приятель» в 80-х годах, поскольку он был заинтригован тем, как маркетологи разжигают потребность детей в новых игрушках. Сам Манчини рассказал, что на эту историю также повлиял опыт работы его отца в качестве связующего звена фармацевтической компании с рекламными агентствами в Нью-Йорке. Манчини заявил режиссеру Микки Гаррису, что из-за знакомства с миром рекламы и маркетинга через отца он с ранних лет прекрасно осознавал цинизм, присущий этому миру, в частности активную продажу товаров детям. Многие ужасные истории предназначены для того, чтобы обсуждать и подавать огласке собственные страхи и проблемы, преследующие наше общество. Фильм ужасов «Вторжение похитителей тел» 1956 года изображает кошмар холодной войны через вторжение пришельцев. «Ночь живых мертвецов»
1968 наполнена ссылками на расовые отношения и гражданскую войну. Ребенок Розмари 1968 связан с культурой изнасилования и согласием. В то время как детские игры Манчини указывают прямиком на рекламу и потребительство. Таким образом, хоть Чаки и не был вдохновлен реальной историей в прямом смысле этого слова, продолжающаяся франшиза повествует нам о реальных проблемах, выходящих за рамки того, что вы должны сделать, когда ваш предполагаемый лучший друг вдруг начнет преследовать вас.